Всем привет! Друзья, сейчас меня поймет, наверное, каждый садовод, который рано или поздно отправлялся в отпуск. Первым делом, как только попала домой, бегом побежала в сад. И что я вам скажу? Фильмы о природе, о дикой, можно было снимать, в принципе, не выходя из собственного сада. Первое, что меня обрадовало, это то, что наконец-таки начала расцветать жимолость. Это значит, что скоро сад будет наполнен просто волшебным ароматом. Это жимолость каприфоль. У меня в саду 4 вида жимолости, 4 сорта. Мне очень нравится это растение, оно очень быстро растущее, очень неприхотливое, очень душистое, ароматное. Сейчас покажу вам все. Вот в этой теневой зоне у меня растет вариегатная жимолость. Видимо, все-таки, конечно, смотрите, солнышка ей не хватает, и у нее листик позеленел. Вот она расцвела желтыми цветочками. Погнала веточки. Веточки, скорее всего, будут цепляться здесь у меня и пойдут наверх. Будут создавать красивый такой массив на фоне камышовых матов. И я думаю, там ей будет светлее, и она все-таки наберет свою вариегатность, будет немножечко поярче. А вот здесь, в этой перголе, у меня начинает уже расцветать розовая жимолость. Вот она уже выгнала бутоны. Она тоже невероятно ароматная, очень красивая, яркая. Покажу вам, когда полностью распустится. Здесь жимолость брауна, и она уже практически отцвела без нас, потому что ветер сильный, и потеряла она уже много соцветий. Вот какая она красавица! В этом году она уже набрала массу. Очень интересно. Мы вам ее показывали уже. У нее круглый такой лепесток, который перед цветочком. Очень интересно смотрится само соцветие. Но вот запаха она, к сожалению, не имеет. Друзья, у меня часто пишут мне в комментариях: покажите ваши камушки, что там за камушки у вас. Я сначала даже не поняла, потом поняла все-таки, что нужно показать. Я их всегда вскользь показываю, потому что это плод моего воображения. Это я сама себе сделала такие японские фонари, в них стоят свечки. Сделала я их вот просто из подручных средств. Это, как они называют, шлакоблок, наверное. В общем, вот такая импровизация, плиты, камушки. Мне эта тематика близка, какие-то святилища каменные. Вот я иногда вечером зажигаю в них свечки. И мне так нравится, если я прогуливаюсь по саду. Сейчас покажу, у меня еще есть несколько штук. Вот здесь под кипарисовиком я себе поставила еще один комплекс, можно так сказать. Но здесь сейчас свечки нету, младшая дочка иногда достает их. В общем, вот такой вот из разных камней. Я сама их откалывала. В общем, очень удобно, потому что в них всегда сквозные отверстия, в этих шлакоблоках. Вот здесь совершенно заросшие после моего отсутствия цветочками. Потом здесь у меня бамбук, куча еще сорняков, я еще здесь не поработала. Здесь у меня тоже такой комплекс из всяких камушков. Такие фонарики. Вот ответила на ваш комментарий, показала свои мафы. Все еще мечтаю сделать круглый бетонный шар в сад. Даже, может быть, несколько, но никак не доходят руки. Ребята, южане, вот вы мне писали, растет у вас лиственница Диана, как она себя чувствует. И я говорила, что это первый год посадки. Вот пересадила ее перед отъездом в более тенистое место. И все равно у нее сгорели кончики. Вот так она сейчас не очень хорошо выглядит. Не знаю, посмотрю, может быть, сделаю еще одну пересадку. Не знаю, как она, может быть, подукорениться будет полегче. Ну вот показываю, чтобы все видели. Лиственницам тяжеловато наш климат переносить, слишком жарко.
Очень много у меня в саду злаков. Очень обожаю эту тему. И вот уже такой огромный куст. Вот смотрите, какой высокий мискантус. Китайский. Вот у него белая полосочка красивая по центру листа. Вот большая такая хорошая розеточка уже. Сегодня вырывала, боролась тут с сорняком, ужасно выросшим. И так обрадовалась. Я в прошлом году посадила 2 книфофии. И вот одна решила порадовать меня прямо в первый же год, считать, цветением. Вот просто восторг. А вот здесь у меня расцвела пироканта. У меня оранжевая пироканта, такая оранжево-желтая. Вот такой огромный просто массив цветущих веточек. Я здесь ее хочу формировать, чтобы она мне хозпостройку закрыла. Такая у меня колючая зона. И посмотрите, как красиво смотрится на контрасте с барбарисом. Это барбарис оттавский суперба. Вот тоже хорошие такие большие приросты у него. В прошлом году посадила. Очень нравится его цвет листвы. Такие переходы. Бесподобно красивый барбарис. И вот как они красиво, гармонично смотрятся с пирокантой. Друзья, вот посмотрите на молодых приростах, как красиво смотрится моя голубая ширма вокруг гингобилоба. Вот какой красавец мой гималайский кедр. Вот уже характерно подвисающая макушечка такая у него. Такие хорошие уже богатые приросты. Красавец. Елочку прищипнула перед отъездом. Вот она так хорошо уже набрала массу. И вот выдала такие шкодные макушки. Это перед вами можжевельник Мунглоу. Елочка Энгельмана Снейк. За ней дикие заросли травы. И елочка Энгельмана Бушлейс. Красавица. Здесь перед ней так контрастно смотрится золотистый очеток. Гармонично так с голубой хвоей. Вот он тоже расцветает. Очетки очень люблю. А вот посмотрите, ложится спать ленкоранская акация, летний шоколад. Вот так она на ночь складывает свои листики. Сейчас она их еще плотнее сложит. Вот такая красивая и такая вот она необычная. Когда она ложится спать, так интересно смотрятся ее веточки. А посмотрите, какого цвета. Края с этой стороны как будто такие розово-малиновые, а внутри почти черные. Приехала, увидела, что расцвела у меня вейгела. Так обрадовалась. Такие пышные просто веточки, красивая такая, контрастные. Зеленые листья и такие алые цветочки. Вот смотрю, несколько цветочков уже подгорело. Видимо, действительно был какой-то ультрафиолет ядовитый. Я ее уже стригла один раз, немножечко загущала кустик. Вот она дала много новых молодых побегов. Очень красиво смотрится вейгела на фоне туи, на фоне темной хвои. Вот здесь перед ней мой барбарис Red Chief. Тоже гонит новые веточки, обрастает, будет такой красивый шарик. И очень хочу показать вам, просто вообще в восторге. Кипариса Виклавсона Ивон. Вот он уже такие большие дает приросты. Он вырос больше, чем в половину. Я его посадила, вот он был вот такой. Я даже не могу сказать, вот, наверное, за пару лет он в 2 раза увеличился в объемах, а сейчас он такой красавец. Золотистая хвоя, вот эти подвисающие макушки, и он просто весь в шишечках. Вот посмотрите, как цветет сад. Это, конечно, так классно, таким массивом. Здесь цветет гвоздика. Посадила ее возле лавочки, чтобы запах был. А вот Вероника седая, какая красавица. Она у меня везде просто таким ковриком, такими дорожками. Бесподобный и листик, и сам цветочек.
А вот прямо за ней, посмотрите, как красиво смотрится массив из василька. Я уже говорила, что это, конечно, такой агрессор в саду, но все равно я его оставляю, он подсевается то здесь, то там. Такие бесподобно красивые, яркие, насыщенные цветочки. И вот они очень гармонично смотрятся с Вероникой. Здесь у меня даже осталось 2 веточки, щавель цветет. Ну, как-то так все в природном стиле. Очень красиво. А вот здесь внизу у меня растут злаки. Я купила вот этот злак на рынке. Мне сказали, что это ковыль. Ну вот, в общем, не знаю, ковыль или нет, но начинает это все расцветать. Вот такие вот метелки интересные. Мне он очень нравится. Он так развивается на ветру. Создает такое вот мне настроение, вот такой воздух в саду. Вот за ним такой красивый барбарис у меня Red Rocket. Он будет большой колонной. Тую я застригаю. И получается такой фон интересный. Здесь овсяница сизая растет, а это проса. Прямо за ним будет гибискус цвести. По-моему, это белый, если я не ошибаюсь. А здесь посмотрите, какая красота. Вот тоже Вероника везде у меня. Веточка отрывается и тут же прирастает. И вот начинает расцветать шалфей. Ой, какой он нарядный стал. Красивый тут тоже василек. А вот здесь сзади, опять не помню название, потому что тоже в прошлом году купила осенью. И вот расцвел такой красивый цветочек. Обещала вам показывать, как будет меняться скумпия. Посмотрите, сорт Янг Леди. Я вам говорила уже, что это более карликовый сорт скумпии, зеленолистная. Вот она просто букет, огромный букет, это она уже отцвела, и у нее вот метелки после цветения образуются. Вот какая она просто прекрасная вообще, бесподобная. Здесь перед ней пинисетум. Обожаю злаки. И вот еще, смотрите, как красиво смотрится Вероника вот в массиве. Это Вероника седая. Вечереет, время в саду пролетает совершенно незаметно. Вообще очень люблю вот именно вечер в саду. Сад наполняется ароматом. Сейчас расцветает жимолость каприфоль, и запах просто волшебный. Сегодня обзор заканчиваю. И до встречи в саду.